Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. А вот и мой цветочек, ангелочек, ромашечка моя. Привет! Добрый вечер. Я очень люблю имя Алиса. Евгений очень приятно, и мне тоже. Одно дело, когда смотришь фотографии, другое дело, когда... Давай еще раз. Трогаешь человека за руку. Вот так, это очень неплохо. Как настроение? Настроение прекрасно. Точно? Точно. Чем докажешь? Погода прекрасная, питерская. Погода прекрасная, питерская. Ну, Отлично. Для Питера, на самом деле, уже неплохо. Ты высокая, какой рост у тебя? 168. Ну, ты высокая. Это очень даже неплохо. А ты? А я 100... Просто 100. Просто 100. Кстати, ты знаешь, помнишь же из героя господи, Игры престолов-то? Маленький. Тирион. Копье у меня большое и всегда бьет в цель. Вот ты шаришь, да? Да, я смотрю. Ничего себе. Да. Ты молодец. Так, слушай, ну ладно, Игра престолов, Игрой престолов, ты знаешь, ну, раз уж мы все люди достаточно взрослые, хорошо бы понять, что мы здесь все в этой машине делаем. Со мной все просто. Ну, я же мужчина. А вот с тобой не все очевидно. Хотелось бы все-таки узнать, что ты вообще от взаимоотношения полов, так замаскирую свой вопрос, хотела бы получить. Какой мужчина тебе нужен в итоге? Вот скажи мне просто интересно. Взаимоотношения полов. Ты у нас девушка молодая, я почти молодой. Ты мне вот скажи, что бы вот у современной молодой девушки бы хотелось бы получить, или, так скажем, каким должен быть мужчина? Вот скажи мне, вот в твоем понимании, каким он на кого должен быть похож? На отца, на дедушку, на героя войны 1812 года или на Илона Маска? Ну вот каким он должен у тебя быть, скажи мне? Ну как, сначала он должен быть самим собой. А что нужно еще девушке? Любовь, забота. Так, не густо пока. Ну, забота, там, не знаю, подарочки, там, цветочки, поступки ради девочки. Поступки. Как говорят, ну, чтобы он любил так, как хотел бы, чтобы как относились к его дочери. Ничего себе. А девочки что любят? Подарочки, внимание, заботу. Так, подарочки 2 раза прозвучали. Интересно, да. А каким должен быть мужчина? Нет, ну про поступки я понял. А каким он должен быть? Ну, то есть, там, не знаю, красивым, умным, богатым. Что тебе нужно, чтобы он был? Ответственным, харизматичным, богатым, конечно же. Как все-таки найти богатого себе муженька, да? Я сразу говорю, что я против содержанок. Ничего не имею. Ну, подарочки 2 раза прозвучали, он не может быть небогатым. Так. Ну, как еще? Чтобы был внутренний стержень. Внутренний мужской стержень. Внутренний стержень. Чтобы из какого металла? Карьеристом. Карьеристом, это неплохо. Ну, я не знаю, там имеет значение какие-то физические показатели или какой-то все-таки вот касается богатства, может быть, какой-то критерий богатства, я не знаю, что богатство у него должен быть, печатка прадеда, которую он хранит и передает, и она... Ну нет, это не такая ценность. Я понял. А как, ну что у него должен быть? Там, не знаю, 3 машины, 5 домов, яхта, самолет. Ну хотя бы что-то, хотя бы машина. Ну. Хотя а еще бы бы мне желательно машину. Это Бентли. И тебе желательно машину, да, опять? Конечно, я Ты люблю молодец. водить. Есть права, почему нет? Согласен. А машинку-то хочется, все-таки времена тяжелые. Ножками ходить тяжело, да? Тяжело ножками. Тяжело. Я понимаю тебя. Транспорт, ну, вообще неудобно. Транспорт неудобно. Ну Хочется и... свое. Да, я понимаю. Все-таки. Путешествовать, наверное, любишь, да? Да, путешествовать. Да, кстати, чтобы мужчина очень любил путешествовать, там, был заинтересован в новых местах, в новых эмоциях. Слушай, а что тебя вот, больше прельщает, скажем, может быть, какие-то там Нью Простоквашино или круиз «Золотое кольцо» на теплоходе по Волге? Ну, то есть,
Что за путешествие? Ну как там, на Мальдивы. Алтайский хотелось, край. конечно. На Мальдивы. Алтайский край какой-то. Фу. Что это такое? Фу. Что это такое? Я вообще Обычные люди. Я очень люблю российский отдых, но это не то. Не тот то, да? уровень. Не тот уровень. Все-таки. Не тот уровень. Окей, слушай, ну, например, хорошо, это все мы сейчас вот обсудили по поводу твоих желаний, я так понимаю, мужчины с перспективой на женитьбу, да, как правильно сказать. А вот, например, от скромного парня, такого как я, что бы ты хотела вот на, скажем, на начальном этапе отношений? Ну, тоже какие-то поступки, внимание все-таки. Ну, какие? Хочешь, бабушку через дорогу переведу? Ну, нет, поступки в мою сторону, В твою сторону? Я к же. тебе Ну, ее зачем мне подведу. бабушка, да зачем А я мне к тебе ее бабушка? подведу. Я бы хотела бы там, ну, опять же, Так. ну, вот новую сумочку, там, не знаю. Новую сумочку. Прекрасно. А есть какие-то предпочтения? Ну, Шанель, Гуччи. Чего, блядь? Шанелька? Шанелька, Гуччи, это неплохо. Я в сумочках не особо шарю, если честно. Я вот себе одну 20 лет назад купил, так с ней хожу все. Думаю, внукам передать тоже. Она, говорят, ноская. Поэтому и не очень. Девочки-то любят обновочки. всё Девочки новенькое. любят Чем обновочки. больше, тем лучше. Мгм. Слушай, ну смотри, я все понял. Да. Мне все понятно. Все записал. В голове все записал. В Мальдивы, сумочка, подарочки 2 раза, да. Если харизмы не хватит, надо будет подкупить ее, я так понимаю. Ну, слава богу, у меня с этим проблем нет. Я предлагаю тогда нам сделать какое-то перемещение куда-то, еще поподробнее поговорить о нашем возможном с тобой будущем. Хорошо. Как считаешь? Поехали. Нормуль будет? Конечно. Какую дорогую кухню ты предпочитаешь? На самом деле люблю грузинскую кухню. А что это такое? Это наше национальное блюдо хинкали. Очень такая вкусная, сочная. Вкусное. Скажи еще раз это. Вкусная и сочная. Да. Сочная. Не вопрос. Ну, тогда сейчас поедем. Ты пристегнись, пожалуйста, и поедем, ладно? Так, сейчас, секунду. Да. Привет, да. Ну, да. Слушай, нет, сейчас пока еще не могу. Где-то пару часов буду занят. Хорошо? Да. Нет. Один, да? Один. Ага. Ну, хорошо. Не вопрос. А булку не надо? Только хлеб? Ладно, я понял тебя. Хорошо, договорились. Давай. Окей, приеду. Слушай, будь добра, если тебе не сложно. Я просто сейчас забуду, мы с тобой, ну, такой контакт уже поймали. Напомни мне купить хлеб по дороге домой. Ладно? Мне просто жена позвонила, попросила хлеба купить, а я боюсь, что забуду. В смысле, жена? Что? Жена? Ну да, жена позвонила, говорит, купи хлеб по дороге. Я был женат дважды. Ну, чтобы не выходить только за хлебом. Твоя жена. Да, моя жена попросила купить хлеба домой. То есть у тебя есть жена? Ну, у меня есть жена, да. А что ты тогда тут делаешь? Ну, в смысле, что я сделаю? Хочу хорошо провести время с красивой девушкой. А что? Ну, мне такое не подходит. Как не подходит? Не, подожди, стоп. Давай по порядочку еще. Вот смотри, ты хочешь харизматичного, ответственного, подарочки, Мальдивы, машину. Но ты понимаешь, какая история? Вот если мы сейчас мысленно прочертим такой круг, да, и вовнутрь закинем туда всех мужиков, которые встречаются в природе. И сделаем определенную селекцию. Какую? Значит, дети мужского пола, пенсионеры тебе, наверное, не подойдут. Не подойдут? Нет. Не хочешь? Хорошо, убираем их. Остается круг сужается. Потом мы убираем гомосексуалистов, геев. Подойдут тебе? Нет. Тоже не подойдут. Мы их убираем. Потом мы убираем наркоманов, алкашей
Подойдут тебе? Нет. Тоже не подходят. Странная эта девушка, не подходите. Убираем наркоманов, алкашей. Потом у нас остаются всякие инфантильные дурачки, играющие в танчики, ничем не занимающиеся вообще. Ну, абсолютно ничем. Подойдут тебе такие? Нет. Не подойдут. Убираем их. Потом мы убираем людей, которые живут только на одну зарплату, на каком-нибудь заводе, не знаю, где-нибудь за 30, 40, 50 тысяч рублей. Мальдивы они не потянут. Не подойдут тебе. Нет. Отлично, мы их тоже убираем. У нас остался вот такой вот пятачок, на котором стоит очень маленькое количество мужчин, которые тебе подходят. Ответственный, харизматичный, с достатком и так далее. Но ты знаешь, у них есть у всех одна отличительная особенность. Знаешь, какая? Какая? Не вздыхай так тяжело. Какая? Они все женаты. Прям все. Ну, 99,9% они женаты. И у тебя остается, ну вот на данный момент, только вариант быть... То есть я похожа на человека, который будет содержанкой. Ты хотел сказать содержанкой? Ну, я хотел сказать не содержанкой, но теперь я думаю, что я хотел сказать да? содержанкой. Да. Ну да, а как еще? Ну а как? Это ненормально. Почему Совершенно. ненормально? Ну, ты же хочешь подарочки, ты же... Ну, Я же хочу потом создать семью, Я детей, понимаю. отношения. А человек, который женат, он этого, ему это не хорошо, надо. тогда бери студента перспективного, направляй его, вдохновляй его. Через 10 лет он сможет достать тебе подержанный автомобиль, еще через 10 лет свозит тебя на Мальдивы, и еще через 10 лет у тебя будут подарочки в той частоте, которая тебе нужны. Но этот путь надо пройти. А если ты хочешь сразу готовую историю с подарочками, то, к сожалению, она в подарочном наборе вместе с женой идет. Я не согласна. А если ты не Совершенно. согласна, то, к сожалению, других вариантов нету. И вот смотри, давай возьмем меня, например, да? Вот меня, да? Мне хочется про себя верить, что я харизматичный, у меня есть достаток. И я не страшнее обезьяны. Понимаешь? Окей, все хорошо. И, в принципе, у тебя... Все, я не могу такое, мне это не надо, я ухожу. Ну, хорошо. До свидания. Счастливо, Удачи. спасибо. Жене привет. Жене привет передам, как скажешь. Ну что ж такое, а? Ну вот только собрался ехать покупать, блядь, путевки на Мальдивы, понимаешь, подарочки. И тут, понимаешь ли, удивление. Ты что, женат? Ну так да, я женат. А как ты хотела? Хотела стать... и с неженатым. Это прям, какая-то... В головах у женщин есть такая очень утопичная ситуация идеального мира, идеальной картинки, где просто какая-то, типа, я хуй знает, какая-то для них райская матрица, где ходят там, ну, такие, скажем, солидные, приятные, харизматичные, богатые и, сука, щедрые на все мужики. И они, конечно же, безусловно, не состоят ни с кем в отношениях, потому что весь миллион таких мужиков после того, как заканчивают путешествия на яхтах вокруг света и распитием шампанского «Кристалл», они все просто ждут, когда все-таки именно она обратит на них в свое королевское внимание. А так, конечно, они пока под одеялком под журнал Playboy. Какая-то, в общем, женщины, вы поймите, либо вы вместе проходите путь к светлому, богатому счастью, либо вы хрен чуваку, который уже в отношениях, и получаете за это какие-то ништячки. Блять, звучит херово, но жизнь, сука, устроена примерно так. Да даже не примерно, она, блядь, вот так и устроена. Показал девочке все наглядно. Я думаю, что она все поняла. Нет, конечно, у меня задание всех перевоспитать. Но если есть возможность кому-то чему-то поучить, я ей обязательно воспользуюсь. Девочку на оценку по 10-бальной. Молодость есть молодость. Пишите, друзья мои, пишите, особенно женщины, пишите, есть ли у вас женатые любовники.
которые вам делают хорошие подарки. И вы, мужики, пишите, особенно женатые, есть ли у вас любовницы на содержании и как они к этому относятся. Ну, вы замаскируйте так, чтобы, ну, понятно, ясен хрен, жена не прочитала ваш комментарий. Вы пишите: у меня есть друг. И дальше вот вашу историю. Пишите.